Канал Валерия Табакова представляет «Дело Вячеслава Зинченко. Политический заказ для националистической повестки». Юридический анализ Валерия Табакова. Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Я Валерий Табаков, юрист. И сегодня мы проведем глубокий анализ одного из самых громких дел современной Украины – дела Вячеслава Зинченко, обвиняемого в убийстве Ирины Фарион, известной лингвистки и фигуры украинского национализма. Это дело вызывает не только общественный резонанс, но и серьезные вопросы о справедливости правосудия, достоверности доказательств и его возможной политической подоплеке. 5 июня 2025 года Шевченковский районный суд во Львове продлил срок содержания Зинченко под стражей до 4 августа 2025 года, без возможности внесения залога. Прокурор Дмитрий Петлеванный заявил, что подозрение против Зинченко якобы усиливается, увеличивая риск его попыток избежать правосудия. Однако доказательства обвинения не выдерживают никакой критики, а само дело все больше похоже на политический заказ, направленный на укрепление слабой национальной сплоченности в Украине через националистическую идеологию. Отчет ООН 2025 года подтверждает дискриминацию русскоязычных граждан, и вместо защиты прав меньшинств власти, похоже, используют это дело для усиления доминирования этнических украинцев, особенно в языковых правах. В этом видео мы разберем слабость доказательств обвинения, от противоречивых экспертиз до недопустимых видеозаписей, признаки того, что дело может быть политически мотивированным заказом, почему рассмотрение дела во Львове и отказ суда истребовать материалы следствия вызывают сомнения в объективности, как убийство Фарион используется для националистической консолидации вместо защиты прав меньшинств. Присоединяйтесь, чтобы понять, как это дело отражает состояние правосудия и общества в Украине. Начнем. Обвинение утверждает, что доказательства против Вячеслава Зинченко становятся все более убедительными. Но их анализ показывает, что они не только слабы, но и граничат с абсурдом. Рассмотрим каждое доказательство в деталях, чтобы понять, почему утверждение прокурора об усилении подозрения – это юридический нонсенс. Генетическая экспертиза. Прокуратура ссылается на ДНК, якобы подтверждающую причастность Зинченко к преступлению. Однако история с генетическими экспертизами вызывает серьезные вопросы. Было проведено 3 экспертизы смывов с объекта, условно обозначенного как стул номер 1. Первые 2 экспертизы показали отрицательный результат. ДНК Зинченко не обнаружили. Но 3-я экспертиза, проведенная после 2 смывов, неожиданно выявила его ДНК. С научной точки зрения это практически невозможно. Многократные смывы удаляют биологический материал, и появление ДНК на 3-м этапе указывает на потенциальную фальсификацию или грубые нарушения в цепочке хранения.
без прозрачной документации о сборе, хранении и анализе образцов эти доказательства недопустимы, согласно международным стандартам, требующим строгого соблюдения процедур для обеспечения достоверности ДНК-анализа. Судебно-медицинская экспертиза. Обвинение утверждает, что выстрел в Ирину Фарион был произведен с близкого расстояния, что якобы подтверждает их версию событий. Однако судебно-медицинская экспертиза не обнаружила микрочастиц пороха на теле погибшей. Это критически важно. При выстреле с близкого расстояния следы пороха неизбежно остаются на теле или одежде. Отсутствие таких следов опровергает версию обвинения и указывает на то, что выстрел мог быть произведен с большего расстояния, возможно, другим лицом. Этот факт подрывает реконструкцию преступления, предложенную прокуратурой. Портретная экспертиза. Обвинение ссылается на видеозаписи, где якобы запечатлен Зинченко в панамке и очках. Однако лицо человека на видео в панамке и очках закрыто на 65% из-за головного убора и очков, что делает объективную идентификацию невозможной. Более того, полноценная портретная экспертиза видеофайлов вообще не проводилась, а анализ показывает, что на записях видны как минимум 3 разных человека, а не один, как утверждает обвинение. Это полностью подрывает доверие к данному доказательству. В международной практике, например, в деле Р против Тарнболл, 1977 год, Великобритания, суды требуют высокой точности идентификации для признания таких доказательств, чего здесь явно нет. Одерологическая экспертиза. Прокуратура утверждает, что запаховый след Славки возле дома Фарион с 96,6% вероятностью принадлежит Зинченко. Однако одерологическая экспертиза – это крайне спорный метод, не признанный в большинстве юрисдикций из-за субъективности и отсутствия стандартизованных протоколов. В этом деле ситуация усугубляется нарушениями при заборе материала и проведении анализа. Международные стандарты, такие как рекомендации Совета Европы по судебным экспертизам, подчеркивают, что доказательства должны быть основаны на воспроизводимых и проверяемых методах, чего одерология не обеспечивает. Видеозаписи. Сообщается, что видеоматериалы были получены с нарушением закона, что делает их недопустимыми согласно статье 87 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Даже если бы они были законными, их качество и содержание не позволяют однозначно идентифицировать Зинченко. Показания свидетелей. Свидетели, на которых ссылается обвинение, находились на расстоянии 20-30 метров от места преступления и не видели момент выстрела. Их показания не подтверждают, что стрелявший – это человек в панамке и очках, или тем более Зинченко. Такие свидетельства слишком далеки от события, чтобы считаться надежными.
особенно с учетом международных стандартов, требующих прямых и точных наблюдений для признания свидетельских показаний. Все эти доказательства – генетические, медицинские, портретные, адерологические и свидетельские – настолько шатки, что не выдерживают юридической проверки. Утверждение прокурора об усилении подозрения в таких условиях – это не только нонсенс, но и тревожный сигнал о возможном политическом заказе, направленном на манипуляцию общественным мнением. Теперь перейдем к ключевому вопросу. Почему дело Зинченко все больше похоже на политический заказ? Убийство Ирины Фарион, члена партии «Свобода» и активной сторонницы радикального национализма, стало не только событием, но и удобным инструментом для политических манипуляций. Фарион была известна своими антирусскоязычными высказываниями и утверждениями, что украинский язык формирует нации, часто в ущерб правам русскоязычных и других меньшинств. Ее убийство, как отметил мэр Киева Виталий Кличко, воспринимается как провокация и вызов демократии, что усиливает эмоциональный отклик и националистические настроения в обществе. В условиях слабой национальной сплоченности в Украине, особенно на фоне продолжающегося конфликта и экономических трудностей, власти, похоже, используют это дело для укрепления единства на основе националистической идеологии. Обвинение Зинченко в убийстве на почве национальной неприязни – это не просто юридический аргумент, а мощный политический инструмент, который разжигает антирусскоязычное настроение и демонизирует меньшинство. Однако отсутствие убедительных доказательств, связывающих Зинченко с этим мотивом, заставляет подозревать, что дело служит для отвлечения внимания от истинных виновников или для продвижения политической повестки. Отчет ООН 2025 года, опубликованный Управлением Верховного комиссара по правам человека, подтверждает дискриминацию русскоязычных, армян и ромов в Украине, особенно после принятия закона о национальных меньшинствах 2022 года. Этот закон, как отмечает ООН, предоставляет больше прав носителям языков ЕС, но ограничивает права русскоязычных, что противоречит статье 10 Конституции Украины, гарантирующей равенство языков меньшинств. Вместо того, чтобы строить национальную сплоченность на основе защиты прав всех граждан, включая русскоязычных, власти, похоже, используют дело Фарион для усиления доминирования этнических украинцев, особенно в языковых правах. Это гипертрофия национализма, которая усугубляет раскол в обществе, а не объединяет его. Рассмотрение дела в Шевченковском районном суде во Львове, центре украинского национализма, где Фарион была культовой фигурой, только усиливает подозрения в предвзятости. Суд находится под давлением общественных и политических сил, что ставит под сомнение его объективность.
Еще более тревожно, что суд до сих пор не истребовал все материалы досудебного следствия. Это вопиющий факт для дела такой значимости. Полный доступ к материалам необходим для проверки их законности и достоверности. Отказ суда может указывать на страх перед политическим давлением или нежелание вскрывать возможное нарушение в следствии. В международной практике, например, в деле ESHR «Навальный против России» 2018 год, Европейский суд по правам человека признал, что политическое давление на суды нарушает право на справедливое судебное разбирательство. Статья 6 ЕКПЧ. В Украине, где националистические настроения часто влияют на общественное мнение, риск политически мотивированного решения в деле Зинченко реален. Истинная сплоченность нации должна строиться на равенстве и защите прав всех граждан, включая языковые права русскоязычных, а не на разжигании национализма, который, как показывает история, ведет к конфликтам и расколу. Дальнейший контекст. Языковая политика в Украине уже давно является источником напряженности. Закон 2019 года об обеспечении функционирования украинского языка как государственного вызвал критику со стороны международных организаций, включая Венецианскую комиссию, которая в 2019 году рекомендовала пересмотреть положения, ограничивающие использование языков меньшинств. Дело Фарион с его акцентом на национальную неприязнь усиливает эту напряженность, вместо того, чтобы способствовать инклюзивности и равенству. Рассмотрим решение суда о продлении содержания Зинченко под стражей. Прокурор Петлеваный утверждает, что усиление подозрения увеличивает риск побега или незаконных действий со стороны Зинченко. Но, как мы установили, доказательства обвинения от противоречивой ДНК до недопустимых видеозаписей разваливаются под критикой. Зинченко отрицает вину, заявляя, как сообщила Суспільне 26 июля 2024 года, «Я никого не убивал. Я ничего не делал с Фарион». Его адвокаты подчеркивают отсутствие прямых доказательств, а сам Зинченко сотрудничает со следствием. Нет никаких признаков, что он представляет угрозу правосудию, а его сторонники не связаны с незаконной деятельностью. Продление ареста в таких условиях выглядит не как мера предосторожности, а как инструмент давления. Это нарушает презумпцию невиновности, закрепленную в статье 62 Конституции Украины. В международной практике, например, в деле ESHR Мерапшвили против Грузии 2017 год, суд признал, что длительное содержание под стражей без достаточных доказательств может быть использовано для политического давления. В случае Зинченко это давление может быть связано с необходимостью поддерживать националистический нарратив, особенно в условиях общественных протестов и напряженной политической обстановки.
София Особа, дочь Ирины Фарион, активно поддерживает содержание Зинченко под стражей и критикует его сторонников за незнание символики красно-черного флага, связанного с украинским национализмом. Ее стремление к справедливости просто показуха. Но влияние ее на дело вызывает вопросы. Некоторые предполагают, что у Особы могли быть личные мотивы, связанные с наследством или предотвращением брака Фарион. Ссылаясь на ее использование 3 фамилий – Фарион, Семчишин и Особа. Эти предположения спекулятивны и требуют доказательств, но сообщения о ее тесных контактах с прокурором, включая объятия, и предполагаемое неподобающее поведение между ее адвокатом Натальей Романек и Петлеваным усиливают подозрения об отсутствии беспристрастности обвинения. Гражданский иск Особы на 15 миллионов гривен за моральный ущерб создает дополнительный стимул для обвинения добиваться обвинительного приговора, независимо от доказательств. Это подчеркивает риск того, что личные интересы могут влиять на ход дела, особенно в условиях политизированного судебного процесса. Дело Вячеслава Зинченко – это не только вопрос индивидуальной вины, но и зеркало состояния правосудия и общества в Украине. Сомнительное доказательство, отказ суда истребовать материалы следствия, рассмотрение дела в эмоционально заряженном Львове и очевидное политическое давление указывают на то, что это дело – политический заказ, направленный на усиление националистической повестки. Отчет ООН 2025 года подтверждает дискриминацию русскоязычных, и вместо использования трагедии Фарион для разжигания раскола власти должны строить сплоченность украинского общества на основе защиты прав всех граждан. Если Зинченко невиновен, его содержание под стражей – это судебная ошибка. Я призываю суды обеспечить прозрачность, защитить презумпцию невиновности и противостоять политическому давлению. Общественность должна требовать правды и справедливости. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, делитесь видео, пишите в комментариях, является ли это дело политическим заказом. С вами был юрист Валерий Табаков. Я выступаю за правду и справедливость. До новых встреч!